Привет! Тема метафилософия. Как писал Роберт Нозик, термин «философия» означает любовь к мудрости, но то, что философы действительно любят, это рассуждение. Они формулируют теории, приводят доводы в их поддержку. Они рассматривают возражения, строят аргументы против других взглядов. Даже философы, которые провозглашают ограниченность разума, все приводят доводы в пользу своих взглядов и выдвигают сложности для оппонентов. Метафилософия иногда именуется как философия философии. Это, по сути, исследование природы философии. Предмет включает следующее: цели философии, границы философии и ее методы. В то время как философия исследует природу бытия, реальность объектов, возможность познания, природу истины и так далее, метафилософия – это саморефлексивное исследование природы, целей и методов деятельности. Метафилософия задается вопросом: что такое сама философия, какие вопросы она должна задавать, как она может поставить их и ответить на них, и что она может достичь при этом. Некоторые считают метафилософию предметом, предшествующим философии, или подготовительным к философии. Некоторые рассматривают ее как неотъемлемую часть философии, а некоторые принимают определенную комбинацию этих взглядов. Хотя термин метафилософия и явное внимание к метафилософии как особой области философии возникли в XX веке, эта тема, вероятно, так же стара, как и сама философия. И ее возможно проследить, по крайней мере, в древнегреческой философии, в системе Ньяи. Это одна из 6 главных теистических школ индийской философии. Это реалистическая философия, теория, согласно которой вещи, объекты внешнего мира существуют независимо от всякого познания, от отношения к уму, основывающейся главным образом на законах логики. Как писал Мартин Хайдеггер, когда мы спрашиваем, что такое философия, тогда мы говорим о философии. Задавая этот вопрос таким образом, мы, очевидно, занимаем позицию выше, следовательно, вне философии. Но цель нашего вопроса состоит в том, чтобы войти в философию, задержаться в ней, вести себя в ее манере, то есть философствовать. Поэтому путь нашей дискуссии должен не только иметь четкое направление, но это направление должно в то же время дать нам гарантию того, что мы движемся внутри философии, а не вне ее и вокруг нее. Некоторые философы считают метафилософию предметом, отличным от философии, в то время как другие возражают против данной позиции. Тимоти Уильямсон утверждает, что философия философии автоматически является частью философии. Споры продолжаются. Многие философы выражали сомнения в ценности метафилософии. Среди них Гилберт Райл. Он утверждал, озабоченность вопросами о методах, как правило, отвлекает нас от рассмотрения самих методов. Морис Лазаровиц утверждал, что ввел термин «метафилософия» около 1940 года и использовал его в печати в 1942 году. Он предположил, что метафилософия – это исследование природы философии. Некоторые философы, например, сторонники экзистенциализма, прагматизма, считают, что философия в конечном счете является практической дисциплиной, которая должна помогать нам вести осмысленную жизнь, показывая нам, кто мы такие, как мы относимся к окружающему миру и что мы должны делать. Другие, например, сторонники аналитической философии, рассматривают философию как техническую, формальную и полностью теоретическую дисциплину с такими целями, как бескорыстное стремление к знанию ради него самого. Другие предлагаемые цели философии включают в себя обнаружение абсолютно фундаментальной причины всего, что она исследует, разъяснение природы и значения обычных и научных убеждений, а также объединение и преодоление идей, данных наукой и религией. Определение философии и границ само по себе проблематично. Как писал Бертран Рассел, мы можем отметить одну особенность философии. Если кто-то задаст вопрос, что такое математика, мы можем дать следующее определение, скажем, наука о числах. Могут быть даны определения любой области, в которой существует совокупность определенных знаний. Но философия не может быть определена таким образом. Любое определение противоречиво и уже воплощает философский подход. Единственный способ узнать, что такое философия, это заниматься ее изучением.
Среди философов распространено мнение, что философия отличается тем, как философы решают философские вопросы. Существует не только один метод, который философы используют для ответа на философские вопросы. В последнее время некоторые философы подвергли сомнению интуицию как основной инструмент философского исследования, начиная с Сократа и заканчивая современной философией языка. Переосмысливая интуицию, различные мыслители отвергают интуицию как действительный источник знаний и тем самым ставят под сомнение априорную философию. Экспериментальная философия – это форма философского исследования, которая, по крайней мере, частично использует эмпирические исследования, особенно опросы общественного мнения для решения постоянных философских вопросов. Это контрастирует с методами, используемыми в аналитической философии, когда некоторые говорят, что философ иногда начинает с обращения к своей интуиции по какому-либо вопросу, а затем формирует аргумент в качестве предпосылок. Однако разногласия по поводу того, чего может достичь экспериментальная философия, широко распространены, и несколько философов высказали критические замечания. Одно из утверждений состоит в том, что эмпирические данные, собранные философами-экспериментаторами, могут оказывать косвенное влияние на философские вопросы, позволяя лучше понять лежащие в основе психологические процессы. Важный вопрос в метафилософии заключается в том, происходит ли философский прогресс и, более того, возможен ли вообще такой прогресс. Даже были споры, особенно они развивались Людвигом Wittgensteinом, под вопросом сомнения, действительно ли существуют подлинные философские проблемы. В противовес этому утверждалось, например, Карлом Поппером, что такие проблемы действительно существуют, что они разрешимы и что он действительно нашел определенные решения для некоторых из них. На этом, думаю, все. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.